Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Сегодня обратимся к важной для каждого человека теме, к теме питания. Не секрет, что одной из наиболее острых проблем человечества последних десятилетий является ожирение, вызванное искажением системы питания. И одним из таких искажений является переедание. Ниже мы поговорим о простых способах, которые позволяют предотвратить переедание. И это явление крайне распространенное и чрезвычайно опасное, своими последствиями для организма. Например, появление лишнего веса, общих проблем со здоровьем, сокращение жизни, разрушение отношений, ненависть к себе, трата времени и денег. Все это и еще многое другое – прямые следствия переедания. Приведенные ниже принципы приема пищи применимы к любому человеку. Они ничем свободу в еде не ограничивают и не призывают к перестройке питания как такового. Это базовые и простейшие варианты, безвредные и доступные любому, чтобы оптимизировать именно процесс приема пищи, дабы предотвратить, или хотя бы снизить риски переедания. Уточню в виде напоминания. Если у смотрящего это видео есть какое-либо расстройство пищевого поведения, то только эти методы не помогут. Необходима помощь специалиста, а возможно и медикаментозное лечение. Итак, приемы, помогающие предотвратить переедание. Их будет несколько, и первый называется заземление. Это базовый прием, который состоит в том, чтобы во время приема пищи у человека обе ноги стопами касались пола, то есть земли. Когда люди едят в положении лежа или сидя, согнув ноги на диване или стуле, это еда в безопорном положении. Таким образом, наше тело дезориентируется в пространстве, ему сложнее понять, когда наступает момент насыщения. Второй принцип и прием – это расслабленное тело. Когда человек ест правильно и эффективно, тело должно быть расслаблено. Во время приема пищи проследите за собой, и если какой-то участок тела напряжен, остановитесь, полностью ощутите себя до состояния расслабления, затем вновь приступайте к приему пищи. И в этом вам поможет следующий прием, третий – контроль дыхания. Чтобы все процессы пищеварения, начиная с пережевывания и глотания, осуществлялись наиболее эффективно, организму необходимо оптимальное насыщение кислородом, а потому во время приема пищи важно ровное, спокойное дыхание. Осваивайте базовые дыхательные техники, тренируя их отдельно, а затем встраивайте их наиболее естественным для вас путем в процесс приема пищи. Сбой дыхательных ритмов во время еды возникает из-за несоблюдения следующего, четвертого приема. А он состоит в том, чтобы снижать темп приема пищи. Это проблема практически всех людей. По тем или иным причинам большинство из нас едят быстрее, чем это необходимо организму, а за счет скорости съедается большее количество пищи. Это происходит из-за того, что пища попадает в желудок раньше и в большем количестве, чем мозг успевает дать сигнал о насыщении. Чтобы этого избежать и помочь организму специально, снизьте темп приема пищи вдвое по сравнению с вашим нынешним, и достаточно быстро появится разница, то есть количество съеденного до момента насыщения сократится. Подберите оптимальный темп приема пищи, в этом вам помогут все три предыдущих приема – заземление, расслабленное тело и контроль дыхания. Пятый прием – мойте посуду сразу после еды. Это необходимо делать не только из соображений гигиены, поддержания порядка и чистоты. Еще мытье посуды может служить отличным осознанным ритуалом завершения приема пищи. То есть помыл посуду и как бы попрощался на какой-то отрезок времени с едой. А когда немытая посуда просто стоит, бессознательно это может быть воспринято как постоянная готовность к еде. В качестве вывода скажу, что система питания – это не только то, что мы едим, но и то, как мы это делаем. Процесс важен не менее, чем содержание. Сегодня мы обсудили простые приемы, основанные в первую очередь на контакте человека с самим собой и на позитивном контроле. И эти приемы могут помочь питаться эффективно, предотвращая переедание.
Прием пищи – это цикл, и его нужно начинать и завершать правильно, чтобы организм имел четкое представление о том, что, когда и как должно происходить. На этой ноте будем сегодня разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, в том числе связанная с вопросами пищевого поведения, обращайтесь, я знаю как и умею работать с данной темой. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!